О, ничего себе. Вечеринка не удалась тут, да, похоже? Муцеры, приветствую, с вами сэр Холмс. Продолжаю прохождение Morrowind, Tomb Raider Rebuild. Я сейчас нахожусь на восточном острове, рядом с восточным побережьем Morrowinда и всего Тамриэля, Горн. Досадно, кстати, что он не отметился на карте. Что-то у меня с этим после парочки переустановок сборки модов проблемы. Локации я обнаруживаю, но на карте они не отмечаются. Ну ладно, не беда, в общем-то. Последняя серия предыдущая знаменовалась тем, что я тут встретил двух рыбаков, спорящих о том, кто тут настоящий рыбак из них, у кого есть права рыбачить в водах близ Горна. И, похоже, это то, чем я займусь в этом эпизоде. Но, конечно, я продолжаю тут параллельно все исследовать, поэтому... Я не помню, уже говорил я с ней или нет. Вроде бы да. Вроде бы да. Да, говорил. Вспомнил. По поводу наших двух товарищей, видимо, поговорить нельзя сейчас с местными, да? Так. Она приятный мэр. Горн был бы не тем без нее. Мадалин Рендейс — это, насколько я понимаю, жена кого-то из местных заправил, и она сейчас фактически управляет Горном, пока ее муж где-то там в Альмалексии. Да, лорд Горна у нас тусит в Альмалексии. Так, Роналит Сандил — это тут тоже кто-то из знати. Ну вот как раз советник в отставке, да. Это с ним надо будет тоже поговорить. Равас. Он Стюарт с семьи Сандил, который по факту действует как глава городской стражи. Он очень занятой человек, поэтому беспокой его только по важным делам. Равос Сарвалит. Кто-то мне что-то про него говорил, но не знаю, неважно сейчас пока. И Вона Сарандо — это местный священник. Да. Что тут все, одна комната у вас, что ли? Можно вниз. Вот, кстати, интересный парень с интересной броней. Может, он что интересного расскажет? И почему ты думаешь, что я захочу говорить с кем-то вроде тебя? Ну, понятно. Моя история тебя не касается, чужестранец. Возможно, если бы ты был более проницателен, ты бы увидел мою броню и то, что я из земель великого дома Дресс. Вот какая у вас броня, значит. Я впервые, кстати, вижу кого-то из Дресс. А затем, возможно, ты бы понял, что я абсолютно не имею никакого желания говорить с чужестранцами. Ну, раз ты такой пес, я тебя подостаю еще. Ну, расскажи про дом Дресс. Я рад был бы остаться с моим народом на юге, но... Я не мог выносить присутствие такого количества зверолюдов там. Кстати, это да, там же родина Арганиан рядом. То есть моих братюнь... Как раз земли дома Дресс в Morrowind'е граничат, находятся на границе с Чернотопьем, да. Вроде бы так. Даже когда они находятся на своем месте, будучи рабами, они все еще остаются противными существами. Какой ты пес, короче. Горн, да, это приятный такой довольно островок, но... Редко, когда какой-нибудь чужестранец начинает меня тут надоедать. По крайней мере, за исключением вот случая сейчас, который происходит. Ладно, спасибо. Я понял. Приятно побеседовали. Просто комнаты.
А, у нас тут торговец же еще есть. Обязательно. Так, кстати. Здравствуйте. Мне бы... Я не помню, кто там мне нужен. Кстати, с этими можно поговорить про этих двух рыбаков. Я Идавтерин. Единственный человек, который работает, чтобы выжить. Не то чтобы ты понимал разницу. Ну, короче, единственный, видимо, он имеет в виду, кто занят реальным делом. А расскажи мне... Не, ладно, давай издалека. Про Горн, типа. Это я слышал уже. Слухи какие тут. Все то же самое. Все то же самое. Держись подальше от флориста, говорит. Ее мозг, похоже, выливается через ее рот на пол. Чё? Ладно, что-то не любят, да, реально, тут флористку-то все. Все, наверное, ксенофобия, потому что... Так, расскажи про этих рыбаков. Деламус Андрей. Андрей. Ну а как? Андрей, да? Подожди. Андари. А не Андрей. Или Андери. Деламус Андери, в общем. Ну, тебе стоит сделать какой-то существенный аргумент, чтобы вовлечь меня в этот беспорядок. Ну, да, ты, похоже, в курсе чего-то, да, уже по поводу посоха мертвеца. Это просто старая палочка для что-то там. Старая подозрительная палочка. Окей, так, да, кстати, в журнале у нас записалось, что Идавтерин, то есть он как раз единственный, кто бы мог их... Так, ладно, слушайте. Но он не хочет, видите? Говорит, нужен аргумент какой-то посильнее, посерьезнее. Ладно, давайте пробовать тогда свои чары. Где там мой амулет медовых уст? Очаровываем дядю. Так, и амулет привлекательности обратно. Вообще что-то не сработало. На единичку повысилось только его отношение. Ну-ка, давай еще раз. А то что это? Стой! Стой! Смотри, она уходит от меня. Ну, сейчас чуть получше, но все еще. Так, а у меня есть чем повысить еще привлекательность свою? Красноречие. Ну, кстати, почему бы нет? Попробовать, что ли, это бахнуть? Он, кстати, кольцо вора еще же у меня есть. Все еще. Ладно, давайте тогда. Так, и прокачиваем наше красноречие. Блин, а ему не нравится. Да камон, ты чё? А еще. О, есть. На 89 из 100 отношений он что-то предложил мне. Ну, ладно, я могу предложить кое-что. Но не важно, что я говорю. Вряд ли они прекратят эти свои пререкания. Я не рыбак сам, но... Я считаю, что
было бы честным разделить воды Горна по справедливости. Это означает, что один из них получит восточные воды, другой западные. Ну и посмотрим, как это, в общем, на ситуацию повлияет. А с меня советов хватит на сегодня. Спасибо. Я на самом деле даже не ожидал, что что-то получится с ним. Да, кстати, я бы хотел подумать, какое из этих колец я бы хотел носить на себе постоянно. Взгляда медузы, да не. Может быть, кстати, вот это. Это, знаете, такая легкая версия сапогов ослепляющей скорости. Тут есть вот кольцо ослепляющей скорости. Типа, ладно, пусть. Я не думаю, я, наверное, его выложу в коллекцию. Пробафать скорость, в общем-то, лишним не бывает. Как я и говорил, этот посох был... Ну вот, я ему говорю о совете их друга. Он отвечает, Деламус. А, это прекрасные новости. Совет Идова довольно честен и сбалансирован. Я заберу восточные, западные воды. Деламус вмешивается. Нет, нет, нет. Восточное побережье. Там едва ли вообще есть место, чтобы рыбачить. И куда меньше места для маневра для кораблей. Что-то такое. Ну, ты же ветеран в рыбалке. Я уверен, что ты с этим с легкостью справишься. А мне нужно побольше опыта, прежде чем я смогу справиться с восточными водами. Деламус. Но нет, ты не заберешь запад, Селин. И на этом все. Селин отвечает. Ну, ты, конечно, мерзкий негодяй. Ты скорее проголодаешься насмерть, чем примешь компромисс? Деламус отвечает. Ты бы не голодал, если ты и твоя идиотская семья не поубивали здесь всех животных на острове. В общем, спор продолжается, и у тебя вообще нет ни единого шанса вставить слово. До свидания. Журнал обновлен. Ну, понятно, ничего не сработало. Мы не продолжили спорить, кто заберет какие воды. Ну, блин, да. Ну, я, в общем-то, так и подозревал, что не сработает. Но я думаю, можно по этому поводу еще с другими поговорить здесь. Жителями и важными персонами. Ну, вот тот же советник там в конце-то концов. Со священником. Про некромантию можно поговорить. Да, давай поговорим. Наша практика привязывания наших мертвецов к защите священной семейной собственности — это наше право. Оно защищено храмом, имперским законом. Да.
Это, кстати, одна из самых таких отличительных черт Моровинда, что тут некромантия — это не что-то такое плохое и гонимое, а наоборот разрешенное и даже воспеваемое в какой-то степени. То, что, да, повсюду вот эти вот усыпальницы каждой семьи данмерской, там призраков всяких куча, мертвецов. Типа, это наши предки. Мы тут с ними ходим флексить иногда. Как будто при жизни им этих родственников мало было. Так, ладно, это я все уже знаю. Что-то немного зависну. Новых реплик я не вижу. Окей, ладно, пошли к торговцу. Надо же продаться наконец. Он, кстати, может, что скажет интересно. А, это она. Окей. Вот, кстати, что приятно, я вот как-то до этого даже особо не обращал внимания за все 190 серий. Это же у нас 191-я, да? Жесть. О, вы что, пуновит можете продать мне? Что Моровинд, это, наверное, одна из немногих игр, где... Ого, адамантиновый широкий меч. А что-то он дешевенький. Кстати, а мой сколько дамажит? А мой-то вообще круто по сравнению с ним. Орочий щит. В общем, ассортимент можно прямо так разглядывать на полочках. Подходить. Это ж прелестно. Исследование о древгах, которое я переводил. Чешуя. А, вот, кстати. А, нет, это хождение по воде дает, не дыхание. Ну ладно, не важно. Давайте торговать. А я просто торговец всякой всячиной. Много выручки я тут не получаю, но... Я не особо-то заинтересована в погоне за выгодой такой прямо с срывами кушей. Ладно. А, это окей, да. Не, с ней нельзя поговорить по поводу этих... Ну, блин, ну маловато. У флориста больше денег, чем у тебя. Камон. Ну, зато всякая адамантиновая у него дрянь продается. Он. Не, ну вы гляньте только. Адамантиновая метательная звезда стоит 1500 дрейков. Одна метательная звездочка. А широкий меч стоит 1000. Ну, типа, что за фигня? Кто это вообще ценообразование придумывал? Прям хоть ищи моды на балансировку. Я бы еще посмотрел по поводу... Ну, я помню, что какие-то грибочки дают сразу просто дыхание под водой. Сыроежки какие-то. А я уже не помню, какие конкретно. Ну, тут у нее ничего нет такого. Ладно. Если так... В принципе, можно даже так продаться. Пофиг. Пофиг, пофиг. Можно что-нибудь взамен купить. Там вот... Вот, да, вот так вот. Сразу это употребить. Так, хорошо, понятно, спасибо.
Все, я буду всех, наверное, доставать в этом городе сейчас. Кстати, как классная штучка у него тут. Стеклянная бутылочка светло-фиолетовая. Хорошо живете тут? А что уставился? Я Велла Валара, контрабандист. Серьезно? Ты так... Ты шутишь, наверное? Может быть и не шутит. Или может он меня обозвал контрабандистом. Неважно. Особо с ним не побеседуешь. Окей, спасибо, до свидания. О, особняк. Ну ща я тут ко всем прикопаюсь. А, о, похоже, наша управляющая. Ага, череп органянина на полочке у нее хранится. Ладно. Да, я ищу информацию именно что. Что ты здесь делаешь, чужестранец? Кто тебя пригласил? Да я сам пришел. Я Мадалин Рендейс. Моя семья контролировала дела острова уже в течение многих поколений. А я сделала очень значимое расширение. Но ничего из этого тебя не заинтересует, чужестранец. Я очень занята. Ты должен это знать. Отстань. Ладно. О, как красиво, смотрите. Вы только посмотрите на это. И знаете, я думаю, что если б я отправился по квесту гильдии магов Акаморы на сбор там кучи цветов сюда, сразу в горне, я вполне мог тут действительно все собрать. Это самое такое цветущее место из всех, что я видел в Моровинде, в принципе. Так, это наружу. Какие тут у нас интересные тоже. Парфюм всякий. Кстати, что забавно, по сути, парфюм это не только всякий там жучиный мускус, а это еще и просто зелье улучшения привлекательности. То есть они стоят тупо как парфюм в уборных таких богатых семейств. Так, про тебя тоже что-то говорили? Привет, добро пожаловать, я Баламус Рендейс. Что-то ты как-то звучишь неуверенно. Я торговец, ну, торговец в отставке, по правде говоря. Я отдал бразды правления моей дочери, Мадалин. И она присматривает с тех пор за бизнесом моей семьи. Конечно же, и она все еще нуждается порой в моей помощи. Это все то же самое. Мадалин. Ну, я полагаю, ты встретил мою дочь? Я прошу прощения за ее поведение. Она немного то, что вы называете, груба порой. И... Ну, бывает резка. И... Она ничего плохого не имеет в виду, но она не очень хороша в общении с людьми. Не знаю, как она будет справляться в торговом ремесле, но для нее это многое значит. Ну окей, ладно. Квестов нет, я понял. О, прелестно. Вот эти ребята тут живут очень даже, да? Красиво. Вот. Дождутся, когда еще разработчики там Reality Build доделают вот эти земли, так совсем красиво тут будет. Еще бы убрать вот эти скалы для лучшего пейзажа еще. Так, а где храм? Вот это храм, что ли?
Нет, это башня стражи. Ну, храм, наверное, где-то в отдалении находится. Либо там, либо там. Так, а сюда я не буду пока лезть вообще даже. Там очень занятые, злые какие-то там капитаны стражи. А вот это похоже на храм. Нет, похоже больше на монастырь. Ой, на особняк чей-то. Хотя, может, это и храм. Да, часовня трибунала. Это просто в стиле Индарил. А, вот особняк этих ребят, а вот храм. Да-да-да, помнится, мне такое что-то рассказывали. Красиво. Walk with virtue, Outlander. Добро пожаловать в нашу скромную часовню, чужестранец. Если ты пришел за какими-то услугами, боюсь, что мы не сможем многое предложить. Наша маленькая часовня служит по большей части местом, в котором верующие горно могут отстоять какие-то богослужения. Предлагаю тебе посетить гостиницу, если хочешь больше каких-то штук. Я помогаю Вона Саранда вести людей горно по учениям Альмсиви. Угу. Так, это я все слышал, это тоже. Ну, так как я сам сейчас состою в храме, возможно, что-то мне тут интересное расскажут. Стюарт. А, ну да, типичная моровинская тема. Куча пепла, куча костей предков, все дела. Вот это храмовник просто с большой буквы. А можешь звать меня Вона Саранда, Холмс? Я... священник Горна. Такой высокопоставленный типа. Но сам я себя люблю называть скромным служителем Альмсиви. Угу. Ну, кстати, что удивительно, с ним реплик даже еще меньше, чем с его помощницей. Я-то думал, может, что дать мне какие-то поручения, но, похоже, нет. И, кстати, это все. Вот и вся часовня. Удивительно маленькая. Ладно, значит, в монастырь. Я вообще на самом деле ищу тех... Блин, серьезно, ты точно ничего мне не скажешь больше? По поводу этих двух там... Это ж не про них. Роналит Сандил. Можно сказать, что мы с ним давние друзья, хотя он намного старше, на самом деле, чем я. Я все еще был молодым парнишкой, когда он уже был советником. Угу. Может, кто-то из этих советников мне что расскажет про эти посохи мертвецов или что там это там. Ну да, посох мертвеца. Про этот спор этих рыбаков. Вот, кстати, вот смотрите, красивенько. Украшены стены всякими вещами такими вот. О! Еще длинные клинки прокачал. Внезапно. Да-да-да, вы о меня слышали, я знаменит.
можешь обращаться ко мне, Равос Сорвалит. Стюарт особняка Сандил. Также я известен как капитан городской стражи, но неофициально. Горн — это мирный остров. Поэтому мне единственное приходится иногда сталкиваться только с всякими чужестранными невеждами, так сказать. Окей. Вот, с ним можно поговорить про этих ребят. Про Деламуса и кто там еще? Селин. Не помню уже, как его зовут даже. Обыватели частенько хайпуют, в общем, вокруг их наследия, потому что попросту больше нет поводов у них других похайповать. А высокие же люди созданы из великой материи, поэтому Деламуса нет на самом деле никакой поддержки его с этих. Клейм это у нас. Ну, типа на то, что он претендует, у него прав нет. Так, посох мертвеца. Посох был создан из панциря Дреуга Галсом Драйримом, первым рыбаком Горна. Благодаря его совершениям видимо, тут имеется в виду вся рыба Горна стала его, буквально. Но его линия, к сожалению, прервалась. Но посох все еще остается вещью, которая дарует статусы. Что-то такое. Окей. Спасибо. В принципе, даже несмотря на то, что этот дядя вроде как занятой, про него говорили, он все равно дает какую-то информацию. Спасибо. Кстати, я мог не париться и зайти в ту. Кстати, какие тут Дурзок, Алит. Зайти в башню стражи. Я думал, что там этот дядя сидит, только который типа слишком занятой и лучше вообще не трогать. Он, оказывается, вот здесь. Вот так. Так, ну это похоже на... Может, они что скажут, кстати? А, вы вообще в рабстве? Ну, я попробую. Ключ, кстати. А, вот это не в рабстве. Прости, чужестранец, но как домоправительница в особняке Сандил, я слишком занята, чтобы болтать по поводу моего прошлого с тобой. Возможно, время будет у моей ассистентки Галса и Равон. Не, говорит, возможно, у меня было бы время, если бы она не сбежала вот это вот. И теперь я застряла с ее работой. И тренировкой рабыни вместо нее на замену. Нормально. Ассистентка сбежала. Наверное, от скуки. Так. You seek information, Argonian? Ключ было бы найти неплохо. О, игрушечные гуары.
Как будто бы тут есть дети. Но все мы знаем, что в свитках вплоть до Скайрима детей не появлялось в игре. Вживую, так сказать. О, ты обо мне слышал. Давай побеседуем. Я тоже про тебя слышал. Это сам Роналит Сандил, бывший советник. Тома Индарил, о чем он и говорит. Была такая, говорит, у меня честь. Хотя я много лет назад ушел в отставку, чтобы передать свои обязанности моему сыну. Спустя 300 лет жизни я не такой уже энергичный, каким был раньше. Но я продолжаю исполнять свои обязанности как патриарх моей семьи. Патриарх Горн. Как советник я частенько покидал мой любимый дом. И это одна из причин, почему я решил уйти в отставку. Ну, молодец. Все правильно сделал. Роналит Сандил. Это ты, да. Моя семья имела высокую роль. Ну, важную роль, точнее. Почти что в каждой главе истории Моровинда, да? Серьезно? Начиная с героических свершений моих дальних праотцов до тех, что совершили мои благочестивые родители, знаменитые. Я пытался прожить свою жизнь в соответствии со стандартами моего наследия, но как бы то ни было, теперь это уже обязанность моего сына нести наши традиции в будущее поколение. Такой делегировал. Ну, знаете, у меня все еще складывается впечатление, что тут просто много чего недоделано в этих вот землях. То есть тут есть персонажи, у них прописана история, взаимоотношения, но при этом нет никаких квестов практически. Окей, то есть тут я, по сути, ничего интересного не получил. Так, у нас вечереет, да? Но я бы хотел, несмотря на это, смотаться еще на северную часть острова. Тут тем более дорога ведет куда-то еще туда как раз. Возможно, тут что-то интересное еще будет. Вот так вот внезапно такие городские, можно сказать, пейзажи сменились природой. Ага. Мне интересно сюда, конечно же, слазить сначала. Это мне не надо. Это мне не надо. О, дыхание под водой. Хакло. О, тут кактусы растут, смотрите. Надо брать. Левитация. Пустынная сладкая бочка. Нормально. Хорошее название у кактуса. Сладкая бочка пустыни. Что-то хакло как-то собирается еле-еле. О, а тут есть, смотрите, что гробница. А там что, лодка, что ли? Так, я понял. Окей, гробница, замечательно.
как раз продолжая тему некромантии в Моровинде. Я обязательно сюда вернусь попозже. Окей, набрал кучу хакл-ло. Один из ингредиентов для... Ой, елки-палки. Для варки зелий дыхание под водой у меня есть. А это что? А, пепельный батат. Кстати, самое полезное, наверное, что есть во всем Моровинде. Смотрите, одни полезные свойства только. Ешьте, дети, пепельный батат, что называется. Так, это мне ничего не интересно. Так, скребовая капуста, нет. Это тоже мне не надо ничего. Это, конечно, замечательный ингредиент. Вот эти вот цветочки. И рогатые лилии. У меня просто уже рефлекс какой-то. Если я их вижу, я такой: о, я уже давно их все собрал, они мне не нужны. То есть тот квест на поиск 20 штук того, 20 штук того, он так как-то у меня так в подкорках засел мозга, что... Ну, вы поняли. Так, и что я? Куда это я пришел? Ну вот, я очутился во тьме. У меня вроде свиток был, или... Я уже использовал его, наверное. Да. О! Кайф. Так, а что, кстати, у нас? Какие школы еще раз прокачивают? Силу воли. Ну вот, восстановление, да, давай. Спамить восстановление. О, супер. Так, ну, как-то все совсем стемнело. Ну, вы знаете, это лодка... О, пещера. Лодка, которую я видел. А, кстати, гробница Сандил. Этих ребят прелестных, с которыми я общался последний раз. Лодка, которую я видел в море, возможно, там этот посох. Не знаю. Посмотрим. О, смотрите, что. Хамум. Хамум я возьму. Больно уж полезная эта штука. Ладно, давай еще третий. О, аж 3 разновидности. Свет выключили снова. Так, мне сюда. Давайте пещерку эту посмотрим. По-любому тут контрабанди... А, тут крисы. Так, что там у нас по... Да, мне бы еще какой-нибудь попрокачивать. Но я тут не видел ни одного вообще тренера среди местных. Ну, тут еще какие-то, смотрите, руины среди этой всей пещеры. Ну, кроме крыс пока тут никого опасного нет. А что-то крыс-то вообще много тут. Так, 3 крысы, у меня как раз 3 камня душ. А, кстати, больная крыса лезет в камень душ побольше.
пещерная крыса. А пещерные агрессивные, не помню. Да. Смотри, как укусила. Блин, смотрите какие, а. Они прокусывают. Они тупо прокусывают. Так, погнали перезаряжать. Надо же, крысы покусали, какой позор. Так, ну, я понимаю, что там, наверное, главная точка интереса, поэтому я сначала хочу глянуть сюда. Ну, по крайней мере, они мне прокачивают навык владения броней. Так, ну вообще... Можно сказать, что с крысами этим копьем воевать невыгодно. Потому что у крыс нет брони, против которой это копье заточено. О, ничего себе. Вечеринка не удалась тут, да, похоже? Древний том. Угу. Так, трупы какие-то неинтересные, ничего нет у них тут. Колечко, колечко. Что, блин, за геноцид тут произошел? Ладно, что тут у нас написано? Так, окей, давайте по-быстрому это. Страницы этой старой книги уже износились от возраста. Лорд Ворин Дагот. Ворин. Или Варин. Ладно. В общем, лорд Ворин Дагот был убит под Красной горой. Песня меняется каждый день. Предки предупреждали нас покинуть это место, но мы не слушали. Я лишь молюсь о том, чтобы дом Дагот оставался бессмертным, как всем как один домов Киммеров. Оставались со времен Велота. 7 домов? А кто 7-й? Ладно, 5 домов у нас действующих. 6-й это дом Дагот. А кто 7-й? Я что-то не понимаю. Ладно. Последователи неверных богов пришли в наш дом. Забрали наших рабов. И приказали нам собирать наши вещи. Мой сын отказался покинуть наш дом и взял меч своего отца со стены и попытался выгнать их. Но их было слишком много. Они его убили, хотя он был всего лишь мальчик. Несколько ослабевших мужчин попытались... Нет. Они замуровали, видимо, гробницы моей семьи. Они замуровали тело моего престарелого отца, Дагота Марвина. Он однажды был одним из кого-то там, Ворина Дагота. Нас заставили... Нет, погрузили на судно,
которые отправились в какой-то Морнингхолд. Это, видимо, какое-то поселение из храма города Ашурнибиби. Ашурнибиби. Такое доэдрическое название. Мне кажется, что даже знакомое. Моя дочь Намора была очень больна. Я за нее боюсь. Намора погибла, прежде чем мы достигли Тира. Они забрали ее тело из моих рук и сбросили в море. Трагично. Мне приказали перетащить наш семейный сундук на палубу корабля. Но Морнингхолд все еще не был виден. Вместо этого они согнали нас в эту пещеру и отделили женщин от мужчин. И ни моя дочь, Уршра, последний из моих детей, ни я не могли заснуть в эту ночь. Это от лица женщины все повествование было. Я слышала, как кричали наши мужчины, выкрикивая имя Ворина. Последователи 3 дьяволов мучили, пытали последних людей дома Дагот. И песнь утихала. Люди из дома Индарил пришли и приказали нам сдать все наши драгоценности и принадлежности с печатями нашего дома. Затем он приказал его солдатам увести самых младших детей от нас, и они плакали и кричали. Он сказал, что они станут членами одного из оставшихся в живых домов, в то время как остальные из нас погибнут, как даготы. Моя дочь Урша была среди тех детей, которых забрали, чтобы присоединиться к другим домам. Она единственное, что осталось от моей семьи. Она будет жить, а остальные из нас погибнут здесь сегодня. И пусть Рездайн однажды пожалеет о своей злостности. Трагично, трагично. То есть, смотрите, это у нас история дома Дагот. Я крадусь. Который здесь явно преподносится, по крайней мере, в начале, как дом антагонистов. Шармат, да, шайтан. Преподносится нам с другой стороны, как проигравший дом и дом, который тупо истребляет. Кстати, почти вылечился полностью от крысиных укусов. Это, кстати, похоже, смотрите, какие-то... Слушайте, я такого не видел еще, такой архитектуры. Ну, я бы сказал, что это архитектура дома Дагот, возможно, но, блин. Они же не могли с собой сюда. Я так понял, их откуда-то привезли на этот остров, и с ними лишь были какие-то их вещи. Какие-то вот... не знаю, монолиты вот эти все. Они бы вряд ли, наверное, с собой взяли. Хотя, может быть.
Да, это похоже на регалии дома Дагот. Интересно. Колоколы. Вообще, конечно, крипово тут. Так, чё ж так колбасит-то меня? Ну, тут, наверное, конечно, не должно быть удобно лазить там, где я лажу. Но я не могу тут не полазить. Интересно. То есть, понятно, в этом месте, похоже, истребили всех мужчин. Дома Дагот. Последних, кстати, возможно. То есть, вообще неожиданно очень, что на такое я набрел. Историческое место, по сути. О, посмотрите, пепельные статуэтки. Да, чисто даготовская тема. О, это что такое? А, просто бутылочка. Я уже думал, нашел какой-то артефакт. Нафиг там. Но пепельных статуй, конечно, тут куча. Ну, похоже, все. Похоже, больше тут я ничего не найду. Хоть сколько-нибудь достойного внимания. Странно, что за это нельзя дернуть. Выглядит как... Активирую еще что-то веревочкой, типа, да? Дерни за веревочку, дверца откроется. Но нет. Ну, возможно, опять же, это что-то недоделанное. Ну, в общем, вы поняли. Мое мнение, впечатление, сложившееся от этих всех восточных земель, континентальной части, да? Ребилдовской, что тут явно недоделано как-то все. То есть эти земли релизнуты, но как будто... Не, ну, возможно, это считалось доделанным с точки зрения тогдашних разработчиков Tamriel Rebuild. Когда это там, наверное, еще в нулевых годах было релизнуто. Ну, в десятых, скажем, в начале десятых, да? Ох, черт, эта крыса так левитирует, что я сначала спутался. Как будто, знаете, кто-то крадется и ползет в мою сторону. Так, ну ладно, окей. Это было познавательно, интересно. Что-то я немного сбился с мысли, в общем. Дом Дагот, значит. Я бы на самом деле еще хотел тут внимательнее осмотреться на этом островке. Да что ты будешь делать? Непроходимые какие заросли. Может, я тут какие-то найду отсылки, кстати, к этим рыбацким байкам. Про великий там какой-то посох. Чего-то там. Нет?
понравился, короче, ночью тут по пещерам лазить, как обычно. Так, ну ладно, давайте закругляться на этом. В следующем эпизоде еще загляну в родовую гробницу, конечно же, их, и будем думать, что с этим квестом делать. Чуть не свалился. Надо посмотреть, что там за лодка и вообще. Разрешить спор этих двух рыбаков. Вот, ну да, это все потом. Вам спасибо, дорогие зрители, за внимание, за просмотры и так далее. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Build. Лайки, подписки и пока-пока.